Привет! Добро пожаловать в видео про Дюссельдорф, в которое я ездила аж в 2020 году. Не так давно у меня сгорел жесткий диск на ноуте, и я утратила почти все свои наработки видео. Но я откопала кое-что. Итак, чем же мне запомнился Дюссельдорф? Я помню, что когда приехала туда, я увидела очень много странных личностей. Это я все видео буду называть, что это город контрастов. И это действительно так. Там очень красивые здания, интересная архитектура. Есть свои какие-то примочки, но при этом там есть, как и везде, в принципе, в больших городах, опасненькие такие районы. И на второй раз, к сожалению, видео этого не будет, у меня не сохранилось, но потом я поехала туда с подругой, и мы пошли в такой район, там все здания разрисованы в граффити. И вроде бы и прикольно, и пофоткаться, но люди там не то что не вызывали доверия, они, в принципе... Знаете, как в фильмах показывают, когда ты приходишь в какой-то не очень благополучный район Америки, Нью-Йорка, и ты такой, особенно если ты белая девушка, там ты себя не очень хорошо чувствуешь. И, собственно, ну вот примерно такое чувство там и было. А еще я помню, что там есть очень крутая набережная, я вам ее покажу. Там, с одной стороны, есть очень интересные здания, я расскажу вам по ходу видео их историю. И также там есть набережная с дорогими, богатыми яхтами, на которых катаются красивые, богатые люди. И там ты прям чувствуешь себя уже в другом фильме, каком-нибудь том же американском, где крутые такие красивые люди, как модели, актрисы, какие-то там, не знаю, бизнесмены идут тусить на яхтах. В общем, Дюссельдорф это действительно город контрастов, и я попала туда в жутчайшую жару. Я помню, было плюс 32, плюс 35, и было палящее солнце, не было ни одного облака, тучки на небе. Это было прям... Для меня плюс 27 это уже тяжело. А 32-35, я помню, обгорела. В общем, в целом, очень позитивные воспоминания. Я встретила много русских туристов там, что, естественно, неудивительно. Ну, вот такие вот личные истории я могу вам рассказать из Дюссельдорфа. Особо там больше ничего интересного не было, чем бы я могла с вами поделиться. Но то, что я помню, это вот такие моменты. И давайте назовем это видео «Дюссельдорф. Город контраст». И небольшой дисклеймер. На тот момент у меня был очень большой коллапс с кожей, я прям очень сильно комплексовала, и это будет сильно заметно. Но мы ведь не будем обращать внимание на то, что у меня там не все так хорошо с кожей, да? Мне тогда вырвали 4 зуба мудрости, и после наркоза я на полгода забыла о том, что такое красивая кожа. Не то чтобы и сейчас я этим не страдала, но... Кстати... А следующее видео, я надеюсь, что я не задержусь снова на 1,5 месяца с новым видео, будет видео от Виктора из Никарагуа. Солнечный, теплый Никарагуа. У нас с Виктором будет прямое включение интервью, и еще я покажу вам несколько видео, которые он мне присылал с самого вулкана, и, в принципе, какие-то истории жизни в этой стране. Надеюсь, я не задержусь на 1,5 месяца с созданием этого видео, но прошу понимания, я все-таки хобби занимаюсь, так что вперед смотреть дальше Дюссельдорф.
Короче, пока я тут хожу и не понимаю, что там в кадр попадает, вот, очень жарко, дорого, и Дюссельдорф — это город контрастов, то есть, ну, совсем разный. То здесь старая архитектура, и напротив же что-то новое, бетонное, офисное, очень яркое, люди такие красивые, и у меня скочила шишка, и я комплексую теперь по этому поводу. Вот, а еще я чувствую, что у меня уже горят ноги и лицо. И мне кажется, я сгорела. Та-дам! Я нашла уютный укромный уголок. Здесь никого нету. Вот, и я здесь уже торчу минут 20, и я не хочу уходить, потому что там очень шумно, очень много людей, и на самом деле очень много хаоса. Как-то, ну, Дюссельдорф все... Мне даже снимать не хочется. А еще вот что-то шумит, и мне интересно, это метро или это гроза? Перед вами отличный пример деконструктивизма под названием «Новая таможня» или еще «Гехребаутен». Комплекс состоит из 3 зданий причудливой формы, где нет параллельных линий. Здания настолько очаровывают, что невольно останавливаешься, дабы рассмотреть их подробнее. Это одна из главных изюминок Дюссельдорфа. А сейчас перед вами река Рейн, а над ним возвышается мост имени Теодора Хойса. Это первый вантовый мост, построенный в Германии. А вон там вот далеко это смотровая вышка, мы на нее тоже пойдем. Хотела вам показать красивых людей, но они все прошли и больше не хотят ходить. У меня все ноги в веснушках, щеки тоже, ну это всегда так, но прям сегодня очень много солнца нахватало и прям чувствуется, кожа стала другая. Не то, что когда сидишь целыми днями дома.
Люди прошли, можно продолжать. Вот, осталось 3 места, 2 у аэропорта, одно где-то здесь должно быть. Там очень, дома расписаны граффити. И это очень красивая локация, я обязательно хочу ее найти. Кроме того, я хотела посетить 2 музея. Музей такой футуристический современного искусства и Гёте, музей Гёте. Но оказалось, умная Маша по имени Маргарита не посмотрела, и, короче, люди опять ходят. И, они закрыты по понедельникам. Вот именно в понедельник. Все остальные дни они работают. Давно не слышала китайскую речь. В общем, я думаю, что я приеду еще в Дюссельдорф. И специально на музеи и, наверное, вот на те 2 места, которые у аэропорта. Потому что, я и сомневаюсь, что я успею пешком туда дойти, а билет я не покупала. Это тоже вещь, о которой можно рассказать. Здесь есть билет на все, на транспорт, и он дает какие-то бесплатные билеты, например, в музей Гёте. По этой карточке ты идешь бесплатно, в какие-то музеи со скидкой большой. Вот, и удобно, но так как тут все близко сегодня, я решила, что я не буду сегодня покупать карту. И буду покупать ее тогда, когда поеду смотреть музеи. Вопрос когда? Я хочу это сделать, когда шишка пройдет. Она не проходит. Идите сюда, я вам сейчас покажу. Там грибцы. Такая площадочка. Я иду сейчас вот туда. I have wounds only you can mend. You can mend. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. My skin is rough, but it can be cleansed. It can be cleansed. My arms are tough, but they can be bent. They can be bent. And I wanna fight, but I can't contend. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend.
И знаете что? Это стоило того, стоило, чтобы ждать. Это такие замечательные виды, вы только посмотрите. Это как конструктор, не знаю даже как описать, какая-то картинка, только движущаяся, такие яркие, сочные краски. На самом деле стекло заляпанное, но камера ухватила, к счастью. Это так высоко, ты смотришь под ноги и прям реально думаешь, что ты сейчас упадешь. Ладно, я не пожалела, что приехала в Дюссельдорф. Мне нравится. Вид сверху завораживающий. Вечером люди вышли отдыхать. Рабочий день уже подходит к концу. Друзья, так жарко, что я решила водички ножки помочить, потому что ну прям очень жарко. И я шла не туда, чтобы посмотреть эти граффити. Вот, кое-как мы там с людьми сообразили, где это. Я потом буду искать это в центре. Это недалеко от вокзала, слава богу. Вот, поэтому у меня есть возможность отдохнуть в водичке. Да, я люблю воду. Водичка просто кайф. В такую жару прохладненькая. Причем заметьте, что это большая река посреди большого города, и вода прозрачная. Ну, настолько, насколько это возможно. И это при условии, что тут ездят судна, проплывают, плывут, проходят, ходят судна. Ой, на самом деле тут все каменистое, маленькие камушки, и стоять больно. Еще опасно ходить, я дальше не пойду. Вот. Но вообще кайф. Еще пахнет прям вот солью. Люблю, когда пахнет вода с соленостью. Дом напоминает. В общем, у меня сгорел нос, он еще так смешно сгорел. Просто он красный, и лоб красный, и ноги красные. Вот, я посидела у водички, походила в водичке, там камушки, водичка просто огонь, супер классная. О, я отдохнула, ножки отошли, потому что они уже начали сильно болеть. Вот, и знаете что? Если уйти от рабочего центра, где там прям реально на каждом шагу у тебя светофор, куча людей, и настроение какое-то такое перебивчивое. Еще погода не была, непонятно что, но город контрастов. Тут погода то поморосит, но тут буквально там даже не 3 капли. То вот облачно, то солнце. Выйдешь, то жара, и вот я вся сгорела. Но ладно, вдоль набережной и вот вообще в остальных райончиках, где поспокойнее, где погулять, и в принципе, да, они на то и есть. Замечательно, я влюбилась, мне нравится. Так что Дюссельдорф тоже зачет. На самом деле город еще делится тоже рекой, вот. Но здесь как-то я не учла этот момент. Ну и тут уже больше такие спальные районы, такие домики тоже первоклассные, все дорого, выглядит очень дорого. Вот, у меня через час с копейками будет вот этот поезд, я думала, будет позже, но позже будет с пересадками, я не хочу, я по прямой, наверное, поеду. Вот, поэтому я не успеваю найти эти граффити, и меня успокаивает то, что я еще сюда вернусь. У меня целый план, список, чего я еще хочу посмотреть, потому что в основном сегодня я двигалась вдоль набережной, но просто пространство очень большое, и
обойти его за один день, ну, нереально. Особенно по жаре хочется все-таки посидеть, отдохнуть, там, а не тащиться. В общем, я довольна. Ой, смотрите, кораблики плывут. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend.